Друзья, всем привет! В преддверии новогодних и рождественских праздников и в продолжении темы десертов я хочу вам показать еще один сладкий десерт, а именно пирог с курагой. Сегодня я поэтапно покажу, как его приготовить, начиная с теста. Итак, приступаем. Я готовлю тесто, конечно. Это сдобное тесто. Для этого мне понадобится чашка хлебопечки. Как вы знаете, я люблю готовить тесто именно при помощи этой машинки. Закладываю 2 чайные ложки сухих дрожжей, полкилограмма муки, 3 ложки столовые сахара, 2 чайные ложки соли, 2 яйца, 45 граммов растопленного сливочного масла. И ставлю это в режим основного приготовления теста. Это будет где-то длиться около 3 часов. В это время готовлю другие ингредиенты. Промываю курагу в проточной воде, даю ей потом стечь, перескладываю это в кастрюлю, ставлю на плиту, засыпаю где-то половиной или 3/4 стакана сахара. Кто больше любит, может больше. Можно добавить немного даже меда туда. Затем заливаю так, чтобы только покрыть курагу это водой, и включаю плиту, варю. Варится это пока не станет курага мягкой. Затем откидываю это на дуршлаг, ни в коем случае не выбрасывая сироп, он еще понадобится. Затем я готовлю орехи. Орехи у меня свежечищенные, и рекомендую всем всегда чистить орехи перед тем, как их будете употреблять, для того, чтобы из них не выпарились эфирные масла, которые очень полезны для организма человека. И часть орехов я перемалываю в крошку. Это можно сделать любым доступным вам способом, даже скалкой, положив это в какой-нибудь рукав, либо в салфетку, кухонное полотенце. У меня есть вот такой вот замечательный прибор, при помощи которого я за несколько секунд превращаю это в крошку. Можно вместо ореха, кстати говоря, взять и обычное печенье. Это кому как нравится, для чего это нужно, я чуть позже расскажу. Ну что, прошло определенное время, и тесто у меня уже готово. Оно подошло. Такое замечательное. 3-ю часть теста я отрезаю и откладываю его пока в сторону, накрываю салфеткой для того, чтобы оно не заветрилось. А основную часть теста, то есть 2/3, я раскатываю не сильно тонко. Должно быть толстый, потому что это будет дно и края самого пирога. Форму, в которой я буду выпекать, смазываю сливочным маслом обильно все края и низ, укладываю раскатанное тесто и протыкаю его вилкой, для того, чтобы нижняя часть, при том, что будет дрожжевое тесто подходить, чтобы оно не поднялось. И вот затем я посыпаю дробленым орехом и укладываю на дно сначала абрикосовое варенье. Сверху снова посыпаю тертым орехом. Вместо него, как я уже говорил, можно использовать печенье. И только потом я уже укладываю хороший слой кураги и разравниваю его. Затем срезаю с бортов лишнее тесто, откладываю его пока в сторону и формирую борта вот таким образом, насколько у кого как красиво получится. Оставшуюся часть теста тоже раскатываю. Его можно раскатать и потоньше. И затем делаю вот такие вот полосочки. Если у вас есть инструмент для нарезания фигурных полосок, это будет еще лучше, будет красивее выглядеть. И затем уже эти полоски нарезанные я укладываю в виде решетки поверх пирога и цепляю края этих полосочек за борта, для того, чтобы получить вот такую решетку. Можно сделать ее тоньше, можно вообще пирог сделать открытым. Тогда надо все тесто раскатать, для того, чтобы оно оказалось на дне. Один желток смешиваю с таким же объемом молока. Все это взбиваю. И кисточкой, либо каким-то другим приспособлением наношу эту смесь поверх пирога, для того, чтобы во время выпечки он обрел красивый такой янтарный цвет. И в разогретую заранее до 180-190 градусов духовку ставлю
пирог где-то на 20-25 минут. Оставшееся тесто, как я говорил, ни в коем случае не выбрасываю. Я раскатал его в лепешку и тут же быстренько на сковороде сделал такой лавашек. Очень вкусный, сытный. За это время пирог у меня уже подготовился, испекся полностью, не давая ему даже остыть. Тот самый сироп, который у меня слился с кураги, которую я варил в этом самом сиропе, я поверх наношу на готовый уже испеченный пирог, пока он даже горячий, для того, чтобы сироп впитался и хорошо прилип к верхней части. Вот он получается после нанесения сиропа еще лучшего, блестящего вида. Ну и, соответственно, сладость, которая находится в сиропе, тоже не пропадает, а используется. То есть практически у меня получилась безотходная технология. Ни теста, ни других ингредиентов у меня не осталось после приготовления. Готово. Подписывайтесь на мой канал. Если вы этого еще не сделали, жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайки, если этот ролик и рецепт вам понравился. Делитесь ссылкой в социальных сетях и мессенджерах с друзьями. И до новых встреч!